Эмбер была 24-летней женщиной, живущей в небольшом городке в Америке. Она только что закончила колледж и нашла неплохо оплачиваемую работу в городе. Каждый день ей приходилось добираться до работы, что занимало около часа. Так же, как новому сотруднику, ей еще предстояло освоить все тонкости новой работы. И, хотя ей нравился каждый момент, все равно это приводило к значительному стрессу в конце дня. Поэтому Эмбер часто любила гулять в лесу рядом с ее домом. Она находила, что спокойствие природы и свежий воздух освежали ее после долгого рабочего дня. Но несмотря на любовь к лесу, Эмбер всегда следила за тем, чтобы не отходить от известных ей тропинок и держалась недалеко от входа в лес. Она знала, что в лесу обитают опасные животные, такие как волки и медведи, которые могут серьезно ей навредить, если она пересечет им дорогу. Однако, однажды произошло то, что навсегда изменило жизнь Эмбер. Молодая женщина получила выходной день, и, к счастью, на улице был красивый солнечный день. Эмбер решила прогуляться, так как в последние несколько дней не могла этого сделать из-за позднего возвращения с работы. Подготовившись, она пошла по одному из своих любимых маршрутов, который вел немного глубже в лес, но предлагал больше красоты. Эмбер с удовольствием разглядывала красочные цветы, когда вдруг услышала пронзительный вой. Женщина замерла на месте. Вой звучал близко, и она боялась, что скоро животное выскочит сквозь деревья прямо к ней. После короткой паузы она снова услышала вой, только на этот раз он звучал печально и мучительно. Именно в этот момент Эмбер приняла решение, которое изменило ее жизнь. Она была обеспокоена тем, что животное, издававшее эти звуки, явно выло от боли. Не зная, что еще сделать, она начала двигаться в направлении, откуда доносились звуки. Через несколько минут ходьбы Эмбер обнаружила картину, которая разорвала ее сердце. Среди деревьев одинокий волк лежал на земле и стонал от боли. Сначала Эмбер осталась на месте, она не хотела подходить слишком близко к дикому существу, так как не знала, что с ним не так, и боялась быть атакованной. Однако, наблюдая за волком несколько минут, Эмбер поняла, что он каким-то образом застрял. Молодая женщина приблизилась, надеясь разглядеть, что удерживает волка на месте. Когда зверь услышал, что она приближается, он поднял голову и посмотрел на нее, начав рычать, заставил Эмбер замереть. Но всего лишь через несколько секунд волк снова заплакал, и теперь, когда Эмбер была ближе, она смогла разглядеть, что произошло. Волк запутался в старой проволоке и не мог двигаться. Чувствуя сожалению к хищнику, молодая женщина глубоко вздохнула и начала к нему приближаться, доставая небольшой карманный нож, который всегда брала с собой на прогулке. Эмбер начала отрезать проволоку. Весь этот момент волк просто наблюдал за ней, не издавая ни звука, ни движения, чтобы атаковать. Наконец, после нескольких напряженных минут, Эмбер отрезала последний кусок проволоки, и волк освободился. Молодая женщина отступила на несколько шагов, чтобы дать зверю привыкнуть к свободе. Она смотрела, как хищник, который оказался самкой, потянулся и протянул свое тело. Но чем дольше Эмбер наблюдала, тем больше она понимала, что с волчицей что-то не так. Она хромала, похоже, что проволока немного порезала ее лапу. Больше всего удивило Эмбер то, что волчица, вместо того, чтобы убежать в лес, повернулась и посмотрела на нее. После того, как хищница, казалось, оценила ее, она подошла к Эмбер и легла рядом. Девушка была поражена тем, что происходит, дикий зверь благодарит ее за помощь, проявляя дружелюбие. Пользуясь ситуацией, Эмбер даже погладила ее. Молодая женщина знала, что с поврежденной лапой волчице будет трудно охотиться, и что без помощи она рискует остаться голодной. Понимая это, Эмбер решила помогать животному, пока оно не сможет снова само о себе позаботиться. В течение следующих нескольких недель Эмбер каждый день ходила в лес, чтобы принести волку еду. Она всегда встречала его на том месте, где они впервые встретились, и старалась дать ему хорошую порцию мяса. Вскоре между ними возникла тесная связь, и вскоре волчица и Эмбер с нетерпением ждали своих ежедневных встреч. Однако, однажды произошло что-то странное, Эмбер не пришла на свое обычное место встречи. Волчица была смущена и немного обеспокоена, потому что девушка никогда раньше не пропускала их встреч. Не зная, что делать, она решила подождать до следующего дня. Но и на следующий день Эмбер не появилась в знакомом месте. Совершенно взволнованная, волчица решила отправиться на поиски своей подруги. Она покинула лес и следовала за запахом Эмбер. Вскоре она оказалась на кладбище, где люди собрались вокруг гроба. Волчица быстро подошла к гробу, рядом с которым стоял муж Эмбер, Мартин, с слезами на глазах.
Оказалось, что Эмбер умерла. Ее смерть была неожиданной, Мартин был опустошен, он искренне любил ее, и эта потеря была для него ошеломляющей. Только когда собрались опускать гроб, волчица подбежала и начала рычать. Испуганная группа людей отступила назад, но при ближайшем рассмотрении Мартин понял, что это животное, та самая волчица, о которой всегда говорила его жена. Он был поражен тем, что она пришла так далеко, чтобы найти Эмбер. Мартин наблюдал, как волчица обнюхивала гроб, казалось, что она знала, кто находится в деревянном ящике, и становилась все более и более беспокойной. Животное так напряглось, что начало кусать и царапать гроб, пытаясь открыть его. Сначала несколько из присутствующих на похоронах попытались остановить ее, но после нескольких рычаний они быстро остановились и отступили. Наконец, после особенно сильного удара по крышке гроба, он открылся, и через несколько секунд Эмбер выбралась. Все замерли от удивления, они не могли поверить тому, что видели, это было чудо. Мартин быстро подбежал к Эмбер, а затем вызвал полицию и скорую помощь. Когда девушка сидела на земле, волчица подошла к ней и тут же начала облизывать ее лицо и руки. Эмбер с радостью ответила на проявление дружбы, понимая, что она была обязана жизнью этому замечательному существу. После прибытия полиции и врача удалось выяснить, что же на самом деле произошло, так как все были уверены, что она умерла. Врач определил, что Эмбер страдала от состояния, называемого каталепсией, когда человек попадает в транс или припадок с потерей чувств и сознания, сопровождаемых скованностью тела. Это часто делает человека похожим на мертвеца. К счастью для Эмбер, волчица смогла обнаружить, что она все еще жива и помочь ей выбраться из гроба вовремя. После этого испуга Эмбер и Мартин вернулись к своей повседневной жизни, радуясь второму шансу. Однако, в семье появился новый член. Волчица часто появлялась у их дома, радушно приветствуя Эмбер и наслаждаясь вкусной едой, специально приготовленной для нее. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.